Привет, друзья! Недавно меня пригласили освещать культурные события, связанные с юбилеем дипломатических отношений между Россией и Южной Кореей, в том числе и праздник кимчи. И теперь, познакомившись поближе с корейской кухней, я просто без ума от их рецептов. Естественно, я задалась целью приготовить настоящее кимчи, и в этом мне помогли мои подписчики с Дальнего Востока и непосредственно из Кореи, за что им огромное спасибо. Ведь это несложное, но очень вкусное блюдо, визитная карточка корейской кухни, и оно безумно полезное благодаря процессу ферментации. Смотрите, как просто приготовить горячее, если у вас дома заготовлено кимчи. Я просто нарезала свинину, обжарила на сковороде и добавила немного кимчи. И все, блюдо готово! Это очень полезно и вкусно само по себе. Плюс это прекрасная основа для приготовления десятка разных блюд в корейском стиле. Супы, жаркое, оладьи и омлеты. В общем, обязательно попробуйте приготовить кимчи самостоятельно. А теперь я делюсь самим рецептом. Я взяла 2 кочана пекинской капусты общим весом примерно 1,5 килограмма. Если вот эти боковые листики немного подвяли, ничего страшного, они тоже сгодятся. Каждый кочан я разрезаю пополам. Капусту необходимо тщательно промыть под проточной водой, иногда внутри может быть песок или грязь. Теперь я складываю капусту в одну большую емкость. Кстати, я забыла удалить кончики кочерышки. Засыпаю капусту солью и выкладываю второй ярус, приминаю и также засыпаю солью. Как видите, соли я не жалею, должен получиться довольно крепкий солевой раствор. Теперь все это дело я заливаю водой. Вода должна покрыть капусту целиком. Сверху я накрываю капусту подходящей по диаметру тарелкой и ставлю гнет. В моем случае это чугунная кастрюлька. Оставляю на сутки, но если забудете на двое, тоже ничего страшного. Через сутки капуста уже уменьшилась в объеме и просолилась. Ее необходимо хорошенько промыть под проточной водой. Промываю тщательно, нужно удалить всю лишнюю соль. Листики отжимаю руками от лишней влаги. Пусть вода с капусты стекает, а я пока приготовлю маринад. Мне понадобится корень имбиря, яблоко, груша. Все подробные пропорции я, конечно же, напишу в комментарии. Яблоко и грушу я очищаю от кожуры и удаляю семена. Также дополнительно в кимчи иногда добавляют сахар, но я решила обойтись фруктами. Еще я добавлю зеленый лук. Режу его вот такими длинными брусочками. И лук репчатый. Нарезаю произвольно, я буду измельчать его в блендере. Теперь самое главное. Мне сказали, что для кимчи используют специальный перец кочикару, но у меня его не было, и я добавила дробленый перец чили вместе с семенами. Пусть количество вас не пугает. Несмотря на обилие перца, кимчи получается не острым, а скорее согревающим изнутри блюдом. Перец я перемалываю в чаше блендера, добавляя к нему чеснок, имбирь и кусочки яблока, а также грушу. Я измельчаю все поэтапно, так как не была уверена, что все ингредиенты вместятся в эту небольшую чашу за один раз. Теперь добавляю лук и снова измельчаю. Финальный штрих – рыбный соус. В некоторых рецептах добавляют еще и сухие креветки, но мне сказали, что можно обойтись рыбным соусом. Все, мой ароматнейший маринад готов. Теперь возвращаюсь к капусте. Я, кстати, решила разрубить каждую половинку еще на 2 части, так будет удобнее ее мариновать. И если вам нравится это видео, не забудьте поставить лайк, чтобы его сохранить. Ну и подпишитесь на мой канал, чтобы ваша лента стала еще вкуснее. А теперь я беру блюдо, в котором собираюсь мариновать капусту. Вооружаюсь перчатками, это обязательно, так как смесь получилась ядерная, лучше поберечь руки. И тщательно промазываю этой смесью каждый капустный листик. Необходимо равномерно распределить маринад по всей капусте. А еще я же собиралась добавить зеленый лук. Положу его между капустными слоями. Накрываю все сверху оставшимися листьями. Обязательно накрываю блюдо пищевой пленкой, если вы не хотите, чтобы все в холодильнике пахло как кимчи.
И убираю еще на сутки. Через сутки кимчи уже можно пробовать, но на самом деле оно может очень долго храниться в прохладном месте. Ведь обычно кимчи заготавливают на год, как мы с вами, например, квасим капусту. Уверена, вы тоже не останетесь равнодушными к корейской кухне. Приятного вам аппетита, друзья!